Дворец Топкапы всегда отличался собой красотой и изяществом. В нем есть одни ворота, которые носят название «Ворота приветствия». Они были построены по приказу одного из первых султанов Османской империи. Эти ворота выполнены в форме арок и украшены затейливой резьбой и орнаментом. Пройдя через них, можно попасть во второй дворик дворца Топкапы. Именно там располагалось помещение, где собирался диван. Диван – это коалиция, состоящая из визирей и чиновников, которые в отсутствие султана занимались делами империи. Отсутствовали султаны довольно часто. Недаром Османская империя прославилась своими завоеваниями. Все военные походы султаны по большей части возглавляли лично. И нередко бывало, что правитель умирал во время похода, не увидев любимый Стамбул. Ведь походные условия нельзя назвать особо комфортными. Жара, влажность, отсутствие возможности нормально помыться – все это могло способствовать эпидемиям и смертям не только среди войска, но и среди военачальников. Поэтому в обязанности дивана входил контроль за внешней и внутренней политикой государства в отсутствии самого султана. Интересный факт, что султаны, выбирая себе в помощники визирей, очень хорошо знали их всех лично. Дело в том, что в Османской империи существовала особая школа, где мальчиков в возрасте до 14 лет обучали основам управленческого дела, а располагалась эта школа совсем недалеко от покоев самого султана. Поэтому правители были очень хорошо знакомы со своими подчиненными и вполне им доверяли. Всем известный Ибрагим Паша тоже проходил обучение в этой школе, поэтому Сулейман очень хорошо его знал и верил как себе. Именно из-за этого Паша смог продержаться на этой должности гораздо дольше, чем некоторые его предшественники – целых 13 лет. Еще одно помещение, которое привлекает туристов, это, конечно же, гарем султанов. Чтобы попасть в это помещение, нужно пройти по определенной дорожке через сад. В свое время во дворце Топкапы существовал четкий свод правил, которые нельзя было нарушать. Например, все, кто направлялся во дворец по делам, были обязаны идти только по своей дорожке, которая вела их в место назначения. Таких дорожек во дворце Топкапы было немало, и каждая вела к определенному строению. Была там даже дорога смерти. По ней выносили умерших людей, а поскольку население во дворце было всегда не меньше нескольких тысяч, то пользовались этой дорожкой довольно часто. А ведь был еще закон Фатиха – это право каждого нового султана убить своих братьев. Но страдали не только братья султанов. Среди правителей османов были и такие, которые убивали даже беременных наложниц своих отцов или братьев. Младенцев тоже приговаривали к смерти, несмотря на свой возраст. Во дворце этим неприятным делом занималась личная охрана султана. Они жили рядом с воротами мертвых. Но у них было много и других обязанностей. Они охраняли вход в гарем, заботились о безопасности султана в случае бунта янычар, занимались уборкой личных покоев правителя. Посторонние люди туда не допускались в целях безопасности падишаха. Еще одна дорожка называется центральной аллеей султана. По ней мог ступать только сам правитель или его особые приближенные чиновники и родственники султана. В гареме есть одна отдельная комната, назначение которых посетителям было не всегда понятно. В ней находились шкафы огромных размеров. Это помещение использовалось жителями гарема как своеобразная гардеробная для вещей. Но что же эти женщины могли прятать в своих шкафах? У обычных наложниц было не так много вещей, чтобы прятать их по шкафам, а у фавориток и жен или сестер султанов были отдельные покои. Так что же могли там хранить наложницы? Что самое интересное, это были не наряды или драгоценности, а книги и записи. Наложницы за свою судьбу в гареме получали жалование, которое они могли тратить, как им было угодно. И многие женщины из гарема занимались благотворительностью, строили больницы, школы, мечети. Иногда им позволялось выходить из гарема на прогулки в закрытых носилках, и тогда они выезжали в город. Во время таких прогулок они не посещали лавок и базары, а контролировали расходы своих средств, вложенных в благотворительные организации. Все эти финансовые операции четко ими документировались и хранились в тех самых шкафах.
Проблем им это не доставляло, так как в обязательный курс образования каждая из наложниц входило умение писать, считать и разговаривать на нескольких языках. Еще одной достопримечательностью дворца Топкапы были кухни султана. К ним вели все дорожки. В конце пути посетители могли увидеть своеобразный кухонный дворец, где готовилась пища для султанов и его гарема. В этом помещении располагалось целых 8 кухонь и множество поваров и их помощников. В одной готовили явства для султана, а в другой – еда для других обитателей дворца. Всего в кухонном дворце работало более 1000 поваров, ведь им приходилось каждый день готовить еду на несколько тысяч людей, которые проживали во дворце. Каждый из них занимался только своими обязанностями. Один пек хлебобулочные изделия, другой готовил мясо, третий занимался десертами и так далее. К сожалению, до нашего времени не дошли многие рецепты тех гениальных поваров. У них не было привычек вести какие-либо записи своих рецептов. Все свои знания они передавали непосредственно своему преемнику. Во время султанов османы придерживались двухразового питания. Был лишь обед и ужин. И лишь много позже стали добавлять в свой рацион завтрак. Завтрак состоял из легкой закуски, после которой турки пили свежемолотый кофе. Это был их любимый напиток, но пить его следовало только после завтрака, иначе напиток раздражал пищеварительную систему человека. В пищу употребляли очень много мяса, а вот овощей было меньше. Интересный факт, что султан Сулейман никогда не пробовал картофеля, а вот жареные анчоусы он очень любил, как и другие рыбные блюда. Томаты употреблялись турками только в недозрелом виде, засаливая овощи в соленом рассоле. Другой султан больше любил мясные блюда и сладости. Сладкие блюда были очень востребованы. Их обожали все, от наложниц до султанов. Пахлава, рахат-лукум, щербет – это лишь несколько любимых блюд обитателей дворца Топкапы. Некоторые из правителей предпочитали рыбу, морепродукты и овощи. Из всех овощей баклажаны пользовались особым спросом. Из них готовились множество различных блюд, но употребляли их только в вареном виде. Только в 17 веке баклажаны научились жарить на сковороде или запекать в печи. Такие блюда пользовались популярностью среди всего населения, а не только во дворце.